Всем привет, на канале Александр Эмбрис. Сегодня к нам в гости попала циркулярная пила Makita HS7601. Эту пилу очень сильно перегрузили и спалили в ней якорь и статор. Во избежание травматизма и задымления помещения включать я ее не буду. Давайте сразу приступать к разборке. Для начала снимем щетки. А затем можно откручивать корпус электрики от корпуса механики. Открутили и снимаем. Корпус механики пока что отложим в сторонку. Как правило, в данных пилах якорь достается вручную. Однако, судя по всему, сильно перегрет статор, и из-за этого на нем вспучились пластиковые постели и заблокировали наш якорек. Поэтому придется прибегнуть к помощи рычага. Достанем диффузор и взглянем на эту красоту. Обратите внимание вот сюда, на вот этот тут пластик. Он вспучился с одной и со второй стороны, и из-за этого якорь не хотел вылазить. Такое может произойти в принципе в любом инструменте, в котором на статоре, на самой обмотке есть вот такой вот пластик. Когда статор, сама обмотка, сильно нагревается, пластик начинает подплавляться. Ну и в итоге получаем то, что видим. Об этом, кстати говоря, я уже рассказывал в минутках вандализма, которые вы можете заценить по ссылке в описании. Ладно, ссылки в описании, это, конечно, круто, но давайте возвращаться к пиле, ибо сама она себя не починит. Обратите внимание вот сюда на коллектор. Ему полный и бесповоротный капец. Ну да не беда, у меня есть новый якорь. Он, кстати говоря, комплектуется сразу подшипничками. Здесь у нас стоит 6000 НСК, здесь 608 НМБ. Статору в данной пиле тоже каюк, поэтому нам необходимо открутить рукоятку для того, чтобы отключить статор от кнопки. Приступаем. Открутили и вскрываем. И снимаем нашу кнопку. Контакт, к которому подключен статор, естественно, необходимо открутить. Открутили один, теперь открутим второй. Клемку сразу обкушу, нам ее все равно менять вместе со статором. И буду вытягивать провода от статора. Вот так вот. Теперь смотрим вот сюда. Статор наш держится на двух вот таких шурупах. Откручиваем. Затем необходимо скинуть со щеткодержателей контактные кольца. Это можно сделать длинной плоской отверткой. После этих несложных манипуляций достаем проводочки и достаем статор с помощью деревянной колотушки, как обычно. Аккуратненько, без фанатизма лупим по корпусу, и статор сам потихоньку вылазит. Сколько пылищи! Полюбуйтесь на этот сплавленный пластик с обеих сторон. Красота! Ну а теперь полюбуйтесь на то, как такой статор должен выглядеть. Все ровненько, красивенько. Электрическая часть полностью разобрана, поэтому давайте взглянем на редуктор изнутри. Проверим, не надо ли там сменить подшипнички, к примеру, или смазку. Для этого нам необходимо снять защитный кожух, который держится на стопорном кольце. И просто снять защитный кожух. Вот так вот. Остается открутить два вот этих вот болта и посмотреть. Вот так вот. Редуктор в данной пиле практически в идеальном состоянии. Подшипники без люфтов, смазочки достаточно. Она еще даже не особо-то и потемнела, поэтому смысла трогать редуктор я не вижу. Ну, буквально пару граммулек смазочки докину мягенький, но не более того. Судя по всему, пилу очень быстро перегрузили. Она не успела, грубо говоря, износиться. Поэтому давайте соберем редуктор, чтобы у нас тут на столе не валялись лишние детали. Берем переднюю часть корпуса редуктора и устанавливаем. Ну и, естественно, прикручиваем. После этого будем ставить на родину защитный кожух. Делается это довольно просто. Обратите внимание сюда. Первый зацеп. И на кожухе второй зацеп. Берем защитный кожух. Берем пружинку. Устанавливаем пружинку на кожух. Ставим кожух вот так вот, ну, примерно куда надо. Цепляем пружинку за второй зацеп. И просто
ставим кожух на место. Все. Осталось только стопорное кольцо установить, и все будет готово. Значит, повторюсь, по механике в этой пиле вообще вопросов никаких нет. А вот по электрике, капец, будем менять якорь, будем менять статор. И вместе с якорем, естественно, поменяем щеточки. Для того, чтобы те старенькие щеточки не деформировали наш новый красивый коллектор. Перед тем, как собирать пилу, естественно, ее почистим. И после этого будем приступать к сборке. Берем почищенный корпус, берем наш статор. Ставим провода в такое положение, чтобы они не мешали установке статора. Ну и, естественно, приступаем к установке. Поставили статор в корпус, ну и, естественно, давайте его прикрутим. Теперь возьмем вот эти проводочки и аккуратненько их заведем туда, куда надо, короче. Вот так вот. Раз. И два. Ну а теперь самое любимое. Нам необходимо установить контактные кольца на щеткодержателе. Кстати, обязательно пишите в комментах, как конкретно вы устанавливаете эти контактные кольца. Я думаю, всем будет интересно. Вот примерно как это все дело выглядит в установленном состоянии. Обязательно проверяйте, насколько хорошо кольцо село на шахту. Ибо если контакт будет плохой, то это чревато. Установили статор. Затем заводим провода, обжимаем провод статора с кондером, для того, чтобы его подключить без проблем к кнопочке. Ну и начинаем все это дело тусовать и прикручивать. Вот такая красота должна получиться. После этого ставим последнюю детальку, подпружиненную блокировку. Ну и, естественно, накрываем верхним корпусом. После чего можно закручивать. Сразу возьмем и установим диффузор, просто чтобы не забыть. Отложим в сторону корпус электрики, возьмем в руки корпус механики, установим в корпус механики блокировку. Так. Вот примерно так. Как и говорилось, чуть-чуть лубрикантику добавил, и можно устанавливать наш якорь. Покручивайте для того, чтобы зуб вошел в зацеп, и надавливайте. Вот наш якорь и установлен. Ну вот пила практически собрана. Остается взять корпус электрики, установить его на корпус механики. Вот так вот. Ну и, естественно, прикрутить. Ну вот и пришло время установить щеточки в заблаговременно почищенные шахты. Как всегда, крутим сначала в обратную сторону, чтобы попасть на резьбу как надо. О, и когда попали, крутим в нужную. Зажимаем без фанатизма. Ну вот мы наши чудо-техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Очень люблю вот эту циркулярку за то, что у нее балансировка идеальная. И она работает не громче дрельки. Просто бомба. Ну, думаю, всем было видно, что циркулярочка работает. Хочу сказать следующее. Данную циркулярку спалили просто из-за того, что не совсем правильно выбрали. Это легкая мобильная пила. А ее использовали для тяжелых работ, скажем, с большими заготовками. И в итоге перегрузили якорь, статор и... Вы видели эффект. Поэтому правильно выбирайте свой инструмент. Ну а я надеюсь, что видео было полезным, поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. Ну и хватит.